Всем добрый день! Я Наташа Комиссарова. Добро пожаловать на очередной обзор пряжи. Сегодня мы поговорим о пряже, которая называется Drops Bomul Lin. Эта пряжа на 53% состоит из хлопка, 47% льна. И давайте посмотрим ближе на то, что нам предлагает производитель по консервации и по вязанию из этой пряжи. Это у нас обозначение: машинная стирка при 40 градусах, сушить разложенным плоско и глажка. 50-граммовые моточки, в которых 85 метров пряжи, и вязать нам рекомендуют на 5 миллиметров. Группа С, к которой также относятся у нас такие пряжи, как Big Merino, Big Delight, Alaska, Drops Air. И из хлопковых пряж у нас здесь Drops Paris. То есть такая же толщина более-менее. Давайте посмотрим ближе на саму ниточку. Вот у нас ниточка. Вот так она выглядит. Ниточка, в свою очередь, состоит еще из 4 ниточек. Вот таких вот. И давайте рассмотрим поближе одну из этих 4 ниточек. Вот. Вот так вот. И у нас здесь 2 ниточки хлопка, как вы видите. И вот эта вот толстая нитка — это лен. Вот она. И за счет этой толстой ниточки льна у нас вся пряжа чуть-чуть поблескивает. Если вы посмотрите, вот такая она, такая блестящая, по крайней мере в мотке. Потом, когда вы свяжете изделие, это не так заметно, но все равно лоск такой остается. Это такой благородный лоск, я бы сказала. Он очень хорошо смотрится, очень хорошо выглядит эта пряжа в изделии. Именно за счет этого вот блеска. Ниточка у нас, нам рекомендуют ее вязать на 5, но вот смотрите, у нас такая нитка, это Bomul Lin, и у меня есть хлопковая нить. В принципе, по большому счету, это Bomul Lin не сильно-то и толще вот этой вот хлопковой нити. Но хлопковую нить нам рекомендуют вязать на 2,5 до 3,5 мм, а здесь у нас 5. Почему? Почему такая разница? Разница такая потому, что за счет того, что в пряже в составе есть лен, эта пряжа очень-очень разбухает после стирки. И поэтому, если вы собираетесь вязать, обязательно вначале свяжите образец. Потому что пряжа, во-первых, меняет свои параметры, во-вторых, она разбухает, поэтому вам очень важно подобрать размер спиц именно под то изделие, которое вы собираетесь вязать. Будь то ажур, будь то лицевая гладь, тем более, кстати, будь то какой-либо другой узор. Поэтому обязательно надо связать образец. Плюс постирать так, как вы собираетесь это все стирать. И теперь давайте ближе посмотрим на саму пряжу, сами мотки. Цветовая палитра. Первый параметр у нас. И, к сожалению, наверное, первый раз за все мои обзоры я вынуждена дать минус за цветовую палитру этой пряжи, потому что цветов у нас всего 9. Здесь у меня белый цвет первый, цвет 15 такой бежевый, серый цвет номер 20 и синий цвет номер 21. И это вся цветовая палитра, которую нам предлагает Drops. Это белые цвета, оттенки бежевого, коричневый, по-моему, есть, оттенки серого и синий. Синий, по-моему, этот вообще один только. То есть только 9 цветов. Нету красных, нету зеленых, нету желтых, оранжевых и всех таких других каких-то летних, я бы сказала, цветов. Почему? У меня есть подозрение, что или они когда-то были, или они просто планируются, потому что этот цвет у нас 1, а этот цвет у нас 21. Почему? Где все остальные? Как вы, наверное, знаете, Drops время от времени выпускает новые оттенки ко всем своим уже существующим линейкам, пряжам. И я подозреваю, что на эту пряжу тоже есть большие планы.
но это, наверное, прям планы очень большие, далеко идущие, потому что этой пряжи, вот именно этим моткам уже 2 года. За это время никаких новых цветов у Drops Bommel Lin не появилось. Хотя у меня есть в видео готовых работах, я показываю шапочку, она связана с Drops Alpaki, и тот цвет, из которого связана эта шапочка, его уже нету. То есть цвета, как ни странно, я была очень удивлена, цвета даже исчезают. То есть одни появляются, другие исчезают. Почему, непонятно, потому что тот цвет был очень, очень красивый. Ну, так что в случае этой пряжи ждем дальше, может все-таки цвета более яркие появятся. Но даже и эти цвета, они неплохие, они довольно красивые, они приятные глазу, такие спокойные и очень даже хорошие, я бы сказала. Ниточка немножко меланжевая, именно за счет того, что тут ярко выражена часть хлопка и ярко выражена часть льна. Хлопок здесь у нас длинный, египетский хлопок. Такой же хлопок у нас в пряже Drops Safran, поэтому нитка будет прочная и довольно износоустойчивая. Это большой плюс. Если мы поговорим про узелки, узелков у меня связано только одно изделие из этой пряжи. Я использовала 5 мотков, и ни одного узелка в течение всего этого вязания, из всех этих 5 мотков, я не встретила, что очень странно и очень радует, потому что обычно в хлопке от Drops очень много узелков. Здесь их не было. То ли мне повезло, то ли просто так попалось. Но я не видела узелков. Нить у нас довольно равномерная, скручена не сильно плотно. Вот видите, здесь, например, она довольно расслаивается неплохо, но вязать это не мешает, нить не путается, за спицей, по крайней мере, может чуть-чуть за крючок, но тоже это не сильно мешает, то есть здесь проблем с этим не будет. Но в пряже, из-за того, что она состоит наполовину из льна, встречаются участки с сеном. Иногда это совсем маленькие, вот у меня здесь есть, вы, наверное, даже не видите, очень маленькие кусочки, иногда эти кусочки побольше. Их можно убрать, тут проблем нету, но они встречаются, это может быть не очень приятно некоторым вязальщицам. Так что это надо принимать во внимание. Где-то у меня здесь был пример, но все равно вы его не увидите, потому что он очень маленький. Этот кусочек был, вот у меня он здесь. Ну, в данном случае он маленький, его не видно. И что у нас про цвета в разных партиях? К сожалению, ничего не могу сказать насчет этого, потому что я вязала, весь свитер я извязала одну партию, и в других мотках у меня тоже нету других партий, поэтому я вынуждена здесь дать плюс, но я не думаю, что здесь в данном случае будет сильно отличаться цвета в разных партиях, просто потому что за счет того, что пряжа чуть-чуть меланжевая, она чуть-чуть поблескивает. Ну, хотя, кто знает, может и есть все-таки. Если мне вдруг попадется что-то, какая-то информация на эту тему, то я потом подпишу в инфобоксе. Но на сегодняшний день у меня этой информации нету, поэтому я вынуждена поставить плюс этой пряжи за цвета в разных партиях. И теперь давайте перейдем к изделиям и к узорам и ВТО. Эта пряжа представлена у меня одним изделием. Это детский свитерок на лето. Особенность этого свитера в том, что я связала его не из полностью всей пряжи, в смысле не из полной нити, а из половины. То есть я эту пряжу поделила на 2 ниточки. Вот из этих 2 ниточек я вязала этот свитерок. Так. Вязала на спицах 2,5, и я очень довольна результатом. Лицевая гладь выглядит прекрасно. Она не косит, никакой рядности нету. Она очень ровненькая и очень-очень красивенькая. То есть в хлопке я не помню, чтобы настолько красиво ложилась ниточка в изделие. Если мы говорим про резинку и про узор, вот у нас здесь узор. Я сделала узор по регланной линии. Это узор рис 1 на 1. Узор смотрится хорошо, он плотненький, он не растягивается. Думаю, что в любых других узорах она тоже неплохо бы смотрелась. Резинке я бы дала минус, потому что резинка не держит вообще, и она вообще не эластичная, не растягивается. Плюс я сделала ошибку здесь в том, что я набрала резинку здесь и по рукавам
тут набор длинный хвост, но я набирала это на одну спицу. И, к сожалению, это привело к тому, что край изделия вообще не эластичный, он как нитка. И если внизу это еще не так мешает, то на рукавах очень сильно мешает, потому что когда надеваю, например, хочу подтянуть чуть-чуть ребенку майку сюда ближе, то невозможно просто-напросто шире сделать этот рукав. Поэтому здесь минус. Если вы вяжете, то помните, чтобы сделать этот край как можно более эластичным, или вообще не делать резинку, а просто начать от лицевых петель, эти лицевые петли могут как-то закручиваться. Или, не знаю, сделать ободок каким-то другим, не знаю, изнаночными петлями или платочной вязкой, чем-то другим. Здесь на горловине у меня уже имитация итальянского, не набора, а закрытия. Я закрывала иглой, но все равно, то есть оно чуть-чуть, конечно, тянется, но все равно это довольно плотно, и я сделала специально горловину побольше, чтобы голова ребенка пролезла, потому что иначе бы просто это изделие невозможно было бы использовать. После ВТО пряжа очень-очень выравнивается. Поэтому, вот смотрите, я вам покажу картинку, как эта пряжа выглядела до ВТО. Узор и сам свитерок, посмотрите. И посмотрите теперь, насколько пряжа выровнялась после влажной тепловой обработки. Это совсем как бы другая история. Петельки выровнялись, петельки ровненькие, все пространство между петельками все закрыто. Пряжа разбухла, очень большой плюс, очень красиво она выглядит после влажной тепловой обработки, и каждый раз, когда будете стирать, пряжа будет все более и более вас радовать, все более и более лучше выравниваться. Несколько слов про само ВТО. Я стирала этот свитерок при 60 градусах в нормальном режиме, не в каком-то там деликатном, но нам производитель рекомендует стирать в 40 градусах. Деликатная стирка, но у меня в данном случае изделие, ничего с ним не случилось, там ничего не поменялось, кроме параметров. Параметры поменялись, свитерок сел, и сел довольно много, и по ширине и по длине он сел на 2 сантиметра, может по ширине чуть-чуть меньше, но это для детского свитера это ощутимо. А ощутимее всего именно вот эти вот регланные линии, которые тоже подсели, они сейчас совсем впритык. То есть это большой минус. Поэтому если вы будете что-то вязать из этой пряжи, надо обязательно вязать сначала образец тем узором, который вы хотите связать, чтобы знать плотность, чтобы постирать обязательно именно так, как вы хотите стирать это. При 60 градусах в машинке тоже можно спокойно это стирать, но опять же надо проверить, как это будет выглядеть и как это поведет себя потом в изделии, чтобы не разочароваться, потому что пряжа очень сильно меняется. Плюс петельки, если помните, нам производитель рекомендовал вязать на 5 миллиметрах, правда? Вот. Но именно из-за того, что пряжа, она выглядит как тоненькая, но в пряже у нас здесь есть лен, а лен, он, как известно, разбухает после стирки, и он разбухает и становится все мягче и мягче после каждой последующей стирки. Поэтому пряжа у меня вот здесь вот, я думаю даже, что она вот так вот выровнялась именно из-за того, что она так села. Но видно здесь, что она разбухла, что все пространство теперь занято, ниточка намного более такая пухлая, скажем так, и выглядит это лучше, но за счет изменения параметров. После ВТО у меня лично цвет не поменялся, но у меня белый цвет, поэтому тут трудно что-то о чем-то говорить. Я не думаю, что, например, синий или там серый, что-то тоже с ним случилось бы, потому что, во-первых, потому что в основном у пряжи Drops такого не происходит. Если происходит, то это будет какой-то, может вода чуть-чуть быть окрашена, но без изменения самого изделия. Это летняя пряжа, она рассчитана на то, чтобы ее часто стирать, на то, чтобы ее носить на солнце, поэтому я не думаю, что что-то будет в случае с цветом, будет что-то меняться. Поэтому здесь я тоже даю плюс. Единственное, что вам надо помнить,
что гладить эту пряжу на больших температурах утюгом не следует. Я это сделала, и у меня где-то здесь, вот, я чуть-чуть сожгла изделие. Вот у меня тут желтое пятно даже, именно это от утюга. Хорошо, что это вовремя заметила, потому что, ну, можно было еще хуже сделать. Так что имейте в виду, что горячих температур, высоких температур она не выдерживает. Кстати, еще вот у меня здесь заметила, видите, у меня здесь вот спрятана ниточка. Если я вам не показала, вы бы, наверное, даже не заметили. То есть очень тоже хорошо это ведет себя если мы говорим про какие-то манипуляции с самой пряжей. И давайте перейдем к самой практичности. Первое у нас катышки. Катышек нету. За счет того, что это, во-первых, это лен, на льне редко бывают катышки. Во-вторых, за счет того, что хлопок, который входит во вторую часть состава, он длинный, и он, по идее, тоже не должен закатываться. Поэтому пряжа не закатывается, никаких катышек нету. Она очень хорошо выглядит, она ровненькая, она гладенькая. И именно за счет вот этого вот небольшого блеска она лоснится и очень так хорошо выглядит, очень презентабельно выглядит. Мягкость, жесткость зависит от того, что мы делаем. То есть, опять же, резинка у нас жесткая, она никуда не годится, но само полотно, она мягкая. И каждый раз, когда вы будете его стирать, оно будет все мягче. Здесь я связала свитер, но если бы я это связала с коротким рукавом, то эта пряжа прекрасно годилась бы для футболки. Потому что она струится, она такая нежная, и для футболок она очень хорошо годилась бы. Только, опять же, помните, что ниточка довольно толстая, и нужна ли вам такая футболка. Хотя, может, лен не будет слишком таким теплым, как, например, изделие из Drops Paris. Потому что Drops Paris хлопок действительно теплый. Сохранение цвета со временем. У меня белый цвет, и ничего с ним не случилось. Это изделие было стирано раза 3 или 4, не помню точно. Цвет не поменялся, он не пожелтел, не выцвел, никаких-то там нету участков с другим цветом. Все очень хорошо. И поэтому тоже здесь ставлю плюс. Ничего тут сильно не случилось с цветом. И последнее — это универсальность. Универсальность. Тут надо обратить внимание на то, что мы понимаем под словом универсальность, потому что если мы говорим, например, про хлопковую пряжу или про шерстяную пряжу, мы говорим, что можно ее вязать как в шапочки, например, аксессуары, так и плечевые изделия. В данном случае я тоже поставлю плюс за универсальность, потому что и аксессуары, и плечевые изделия можно вязать из этой пряжи, но с ограничениями и с пониманием, что это пряжа летняя. То есть мы не будем вязать шапку, например, там резинка или еще чего-то с чем-то из этой пряжи, но, например, панамки очень даже можно из этого вязать, очень красивые панамки получаются. И на сайте Drops, куда вы можете перейти по ссылке, которая в инфобоксе, я вам оставлю, вы увидите много-много предложений панамок, шапочек детских, связанных крючком, ажуром или еще что-то. Поэтому такие аксессуары можно вязать. Конечно, шарфики, шаль, да, можно связать, но шарфик, он будет плотный, вам он никуда не годится. В принципе, зачем летом шарфик? Если мы говорим про плечевые изделия, то плечевые изделия тоже можно вязать. И нам на сайте Drops Garn Studio тоже предлагают связать плечевые изделия, но в основном это плечевые изделия, связанные очень-очень свободной вязкой. То есть это спицы 5, это спицы может даже 6. То есть оно просвечивается, это полотно, оно такое воздушное, и оно не плотное, потому что это полотно должно быть предназначено для использования его летом. Ажур, большие спицы, накидки могут быть, какие-то такие изделия, которые хорошо продуваются, которые хорошо вентилируются. Плюс еще, кстати, есть на сайте Drops предложение связания сумок или предметов какого-то домашнего обихода, подставок и так далее, как всегда, из толстой пряжи вяжется, но в случае сумки или предметов домашнего обихода, мне кажется, что эта пряжа не бюджетная.
жалко просто такую пряжу использовать для подставки под чашку. Мне, например, было бы жалко. Поэтому, ну, решать вам, и что вязать из этой пряжи. Но предложение такое есть. Так, и это, в принципе, все, что я хотела сказать насчет этой пряжи. Что у нас получается по пунктам? Пунктов у нас получается 3 из 4, поэтому пряжа довольно неплохая. Пунктов у нас довольно много, скажем так, для хлопка. Поэтому очень советую, и, честно говоря, мне эта пряжа очень-очень понравилась, и я вам ее тоже советую использовать. У меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, обзор был полезным. Надеюсь, вы сделаете выводы и пригодится для ваших будущих изделий. Спасибо и до свидания.